Друзья, всем привет! Мы находимся в одной из двух квартир, предназначенных под сдачу в аренду. Площадь этих квартир 40 квадратов каждая, планировка у них зеркальная, бюджет у нас был ограничен, как и при проектировании любых других арендных квартир. Посмотрим, что у нас получилось. Мы заходим в гостиную, она же спальня. Здесь мы расположили диван-кровать. Выбор был именно такой. Мы отказались от кровати, потому что если бы мы поставили кровать, мы заняли бы все полезное пространство. А так у нас есть большая просторная гостиная. Есть также рабочий стол. Этот стол подъемный. Можно работать как сидя, так и стоя. Есть ТВ-зона. Здесь у нас подвесной телевизор. Обычно телевизоры мы делаем подвесными, так как они тогда ближе к стене, нежели если они стоят на ножках. С этой стороны располагается гардеробный шкаф. Он достаточно вместительный, потому что располагается от пола до потолка. Также есть интересный столик. Это столик канадской фирмы Umbra. Называется он Bellwood. А чем он интересный? Тем, что можно поставить журналы, переносить его легко, потому что есть ручка. Вот тут есть крючок. Сюда можно повесить наушники. Также у него есть разъем вот здесь. Можно поставить внутрь удлинитель. Если, например, у вас рядом нет розетки, рядом, например, с кроватью или с диваном, то можете прокинуть удлинитель от ближайшей розетки и вот сюда подключать телефоны, наушники для зарядки. Например, ближайшая розетка есть только с этой стороны. Берем конец удлинителя с вилкой вот сюда. Далее провод идет за диваном или за кроватью. А внутри уже у нас удлинитель. Часто бывает, когда работаешь за компьютером, то все затекает и хочется поработать стоя. Этот столик позволяет работать стоя. Он регулируется под любой рост. Ход у него примерно 2,5 см. То есть можно настроить и повыше, и пониже. И когда мы поработали стоя, и ноги уже устали, можно опять его отрегулировать вниз, чтобы работать сидя. Кухня у нас разделена раздвижной перегородкой. Сама кухня – это одно общее пространство. Первая зона – это непосредственно зона самой кухни. Кухонная мебель достаточно большая. Здесь у нас зона приема пищи, стол. И здесь мы расположили зону отдыха. В процессе проектирования мы столкнулись с некоторыми сложностями. Первая сложность – это высота нашей столешницы и кухонной мойки. Она не должна была быть выше, чем высота открываемой створки окна. Второе. Она не должна была быть ниже, чем высота встроенной посудомойки на 60. И к тому же здесь за кухней у нас располагается радиатор. На кухне отдельного внимания заслуживает расположение кухонной мойки. Мы расположили ее ровно по центру окна. Можно мыть посуду и смотреть в окно. Отдельной задачей для нас было правильно выбрать кухонный смеситель. С одной стороны, он должен был быть не сильно широким, чтобы мы смогли без проблем открыть створку окна. Второй важный момент – это расположение рычага смесителя. Мы также не могли расположить его слева или справа по бокам, потому что это также мешало открыванию окна. Мы расположили его спереди. Это как дополнительный бонус. Когда мы помыли посуду, выключая кран, все брызги остаются в раковине, а не на столешнице. Также на раковине мы расположили диспенсер для моющего средства. Чтобы открыть вторую створку окна, мы откручиваем диспенсер, и вторая створка открывается полностью. На кухне у нас есть телевизор, и благодаря поворотному кронштейну его можно смотреть как со стороны дивана, так и со стороны обеденного стола. Есть важный момент в плане эргономики, когда мы рассчитываем расстояние от стола до стены, это посчитать не только само расстояние, сколько вы будете занимать вместе со стулом, когда сидите за столом, но и то расстояние, которое вам нужно будет, чтобы отодвинуть стул, когда вы выходите из-за стола. Здесь мы расположили раздвижной диван-кровать. Разложив его, у нас появляется дополнительное спальное место. За диваном у нас расположен полноценный шкаф от пола до потолка. С этой стороны у нас есть глухая стена, поэтому ее мы просто подшили несъемными панелями. С этой стороны у нас большие полки от пола до потолка, в которых можно хранить все необходимое, включая пылесосы, швабры и так далее.
Мы часто сталкиваемся с такой вещью, что на арендных квартирах нету межкомнатных дверей. Между комнатой и кухней, вроде как, если квартира небольшая, то двери можно не делать, они будут мешать. Но если в квартире живет больше одного человека, то это очень неудобно. Потому что если кто-то еще спит, а кто-то пошел готовить, это шум. Потом, если надо поговорить по телефону, а еще если вы оба говорите по телефону, чтобы друг другу не мешать, можно одному пойти в комнату, второму на кухню и закрыть двери. У нас предусмотрена раздвижная дверь на кухню. Сразу скажу, раздвижных дверей звукоизоляция плохая. От дыма это все защищает. То есть, если вы что-то жарите, оно в квартиру дальше не пойдет. А вот для хорошей звукоизоляции есть вот такая дверь. Распашная. Но сразу хочу сказать, что при открытых дверях они вообще не мешают. Раздвижная идет вдоль стены, а распашная также располагается вдоль стены. И когда мы ходим из помещения в помещение, они нам не мешают. В прихожей у нас располагается большой гардеробный шкаф. Вверху у нас есть секции для чемоданов, больших сумок. С этой стороны у нас большое зеркало, крючки для верхней одежды. Внизу банкетка с отделением для хранения обуви. Здесь выдвижные ящики для хранения мелочей и наверху ящики для редко используемых вещей. Сейчас мы находимся с вами во второй квартире под аренду. Она абсолютно такая же, как и первая, только зеркальная. И когда ходишь по этим квартирам, возникает необычное чувство, что вроде бы все одинаковое, но расположение мебели зеркальное и расположение комнат зеркальное. То есть, например, мы привыкли, что кухня слева, а тут у нас гостиная, а кухня наоборот справа. И возникает необычное чувство от этого. В этом шкафу у нас располагается стиральная машина в нижней части. В верхней части у нас штанга для верхней одежды. И антресольные полки у нас, к примеру, для чемоданов можно использовать. Есть необычное решение, которое мы сделали специально для стиральной машины. Вот такой вырез в полке, чтобы когда мы открываем лоток, можно было удобно засыпать порошок. В санузле при входе мы расположили подвесную раковину с выдвижными ящиками для хранения. Над ней у нас зеркало, также с секциями для хранения. И подсветка зеркала включается с помощью клавиши. Также здесь есть розетки. В этом месте у нас располагается подвесной унитаз с гигиеническим душем. Сантехническую инсталляцию мы подшили мебельной панелью. Здесь у нас открывается доступ к сантехническим коммуникациям. Здесь есть также датчик протечки воды, фильтры, а также полки для хранения. И наверху мы расположили водонагреватель, к которому также есть полноценный доступ, и при необходимости его можно будет обслужить. На этой стене у нас располагается электрический полотенцесушитель, и в этом месте крючки для полотенец или халатов. Душевую кабину мы расположили по всей ширине комнаты. С этой стороны у нас располагается душевая лейка с верхним душем. Также есть подвесные полки для гелей, шампуней. Стеклянная перегородка у нас раздвижная. Проходим на кухню. С учетом того, что квартиры у нас зеркальные, можно было не записывать видео по двум квартирам, а записать одно видео по одной квартире и просто отзеркалить его. С учетом того, что мы снимаем в зимнее время, темнеет очень рано, мы уже включили верхний свет, но как раз и покажем, какие виды подсветки у нас тут есть. Есть верхний свет, есть подсветка фартука и открытых полок. Здесь очень хорошо будет смотреться декор, какой-нибудь стеклянные вазочки или стаканы. И также есть подсветка возле дивана. Ей удобно пользоваться, когда вы, например, читаете книгу, можете сесть сюда, и она будет светить непосредственно в книгу. Секция под раковиной получилась очень большая. Она у нас по длине 3 секции по 60. То есть 1,80 м у нас общая длина. То есть достаточно много пространства, можно туда при необходимости и фильтры, и мусорное ведро поставить, и также какую-нибудь систему хранения. На кухне есть вся необходимая техника, есть телевизор, как и на прошлой квартире, также есть микроволновая печь, духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка, посудомоечная машина 60 сантиметров по ширине и холодильник с морозилкой. Как мы уже ранее сказали, у нас функциональными являются только
эти створки. Правая створка у нас глухая, от пола до потолка. Можно было бы не делать там панели, но композиция смотрелась бы странно, а так эффект, будто у нас огромный шкаф, считая и вот эту панель. По полкам у нас за диваном также есть система хранения. Непосредственно в этой области у нас располагается то, чем мы пользуемся очень редко. Мы можем отодвинуть диван, открыть, там, к примеру, у нас хранится краска. Мало ли где-то стены поцарапаются, можно будет подкрасить. А вот эта область у нас глубокая, и сюда можно положить швабру или пылесос. В гостиной у нас расположение мебели точно такое же, как и на первой квартире. Здесь у нас диван-кровать, телевизор, ТВ-тумба и гардеробный шкаф. В первых двух секциях мы расположили штанги для длинной одежды, но, впрочем, можно повесить и короткую одежду. Внизу у нас отделение для обуви, здесь у нас полки, и наверху также есть антресольные полки для вещей редкого использования. Единственное, чем эти квартиры отличаются друг от друга, это то, что в этом санузле у нас ванна, а в том санузле у нас душевая кабина. Эти два санузла – это пример того, как можно одно и то же пространство сделать по-разному. То есть, кто больше любит душевые кабины, им подойдет первый вариант. Кто любит полежать в ванне, тому второй вариант, соответственно. Друзья, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вам понравилось, и наоборот, что не понравилось, или бы вы хотели что-то убрать и считаете, что для арендных квартир это не нужно. Всем пока. До скорых встреч!